Приветствуем всех. Ну, как выяснилось, не особо-то много готовить пришлось. Хотя, между делом, чтобы пополнить реагенты, пришлось сходить до того кладбища. Мне все-таки надо будет выяснить, как это работает. До этого кладбища. Чтобы... повторяюсь. И так получилось, что здесь, оказывается, за кем мы не были. И там какое-то задание выскочило. Если получится обнаружить. Нет? Нет? Вот, сувенир. Выяснить, кому принадлежит шарф, который мы нашли. Ну, учитывая, что мы сейчас будем разносить лекарства, как раз с этими ребятами пересечемся. Да, Кристина и Клейтон. Постараемся не забыть. И да, в основном тут от переутомления приходится лечить. И, кажется, от простуды. Хотя не уверен. Да, по-моему, от простуды еще лекарства изготовили. Ну, в любом случае. Так, в первую очередь нам кажется сюда. Главное, чтобы враги снова не появились. Иначе будут мешать. Ладно, просто где-то кричал Скаль. Так. Нам, наверное, лучше здесь повернуть. Так, вот первая жертва переутомления. Не мы пока еще учить не можем. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Nurse Crane? Yeah, I heard she's doing all right. Connected and protected. Хорошо. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. Ну, странно. Зачем это было использовать нос? Он уже и так вполне себе такому принял бы лекарство. Так. На поправке. Вороты. Все чувствуют. Вполне себе неплохо. Так, нам, скорее всего, в другую сторону. Рамки. Кстати, кажется, мы ему лекарство тоже изготовили. Попробуем зайти с этой стороны. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Учитывая, что мне только надо лекарства передавать, можно было это сделать через... Он не обидится, надеюсь? Чувствую себя немножко неловко. Обычно такие вот собираем не в личных домах граждан. Yes? Точнее, по крайней мере, при присутствии. Ага. How is Nurse Crane these days? I don't know what you told her, what kind of deal you made, but Dorothea seems less anxious recently. Thank you for that, Dr. Reed. Это радует. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Ага, вот здесь я понимаю, зачем потребовался Well, I think you do. Take this, and you'll feel better.
Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Может и так. Goodbye, Mr. Petrescu. Я ж хотел заглянуть к сестре Клейн. Ну, раз эти можешь немножко одолжить реагентов. Просто по-моему торопились. Где сестра? Ладно. По всем где-то там. Нет, ладно. Настолько уж не видно. Тем не менее, конечно, по сночкам полазим. Посмотреть. Так, этих двух мы не видели. Ну, сейчас мы их, наверное, сможем следить. Мигрени у нас нет. Простуда. Кажется, изготавливали. Тоже простуда изготавливали. Угу. 2 перетомления, 2 простуды. Осталось их найти. Что ж такое? Ясно. Это, как бы сказать, вроде как будто мы выяснили уже, или еще нет. Надеюсь, что хотя бы покажут, где они находятся сейчас. Ладно. Хорошо. Нет. Сначала я хочу поговорить с журналистом, если правильно понимаю. Но где он сейчас скрывается, это, конечно, отдельный вопрос. А вот он. Заодно от перетомления его вылечим. Good evening, Doctor. Can I help you? Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? I'll never know what goes on in that place. But as long as people are getting better, I'll stop investigating her. Прекрасно. Хорошо. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Они поговорили на какой-то своей волне, которая мне, видать, недоступна. Хорошо. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Ни в коей мере. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Could this be the scarf
you lost, Miss Popper. It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. А что? А вот этого я сейчас не понял. То есть в тот раз мы провалили подсказку из-за того, что неправильно выбрали метод общения. А сейчас мы просто вернули шарф и что-то потеряли. Ладно. What do you know about Nurse Crane and her dispensary? That woman is a saint. She's living proof that a strong will is sometimes all you need to make a difference. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Хорошо, все разрешено, если надпись сейчас исчезнет. Неизвестно. Может, с кем-то еще не знаком? А, нет, это же другой район. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Так. Переутомление. Придется на него потратить одно лекарство, которое было, по-моему, не закончено. Ну, по крайней мере, я, наверное, был не в курсе, что он переутомлен. Ничего страшного. Поскольку в порту еще были утомленные ребята. Получается, сейчас мы с небольшим запасом перешли. Have you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? I don't believe in miracles, but it seems the epidemic has been kept at bay for a few days. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, Ага, ладно, что. what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Интересная позиция. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know.
Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realise he's as sad as me now. How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. Мне больше интересно, мы можем ли получить здесь какую-то информацию? Это, конечно, опять неловко. В жильцах обыскивать все эти дома. На столе лежат монетки, их можно проигнорировать. It's locked, all right. Хорошо. Здесь ничего не прочтено. А, вот что-то есть. Профессиональный охотник на вампиров. Если вы заподозрили кого-то в том, что он вампир, не предпринимайте самостоятельных попыток его убить. У вас нет шансов. Вместо этого обратитесь ко мне или постарайтесь найти профессионального убийцу вампиров. Их мало, но они знают, как справиться с этими жуткими существами. Часть из них, похоже, действует вместе под именем Стражи Привана. Это половинная организация, цель которой очистить Лондон от вампиров. Они ваши друзья, вы не одни. У вас есть варианты. Действуйте с умом, расскажите об этом другим. Кларенс Кросс, следует информации и обращайся напрямую к нему. Странно. Я думал, что этот парень как раз таки часть Стражи Привана. Но, видимо, нет. Мистер Питерсон, мой долг сообщить вам о том, что ваша просьба принять вас на работу в Доге была отклонена. Я благодарен вам за то, что вы потратили время, объясняя сложность вашей ситуации. Вы сказали о том, что у вас болен сын и что умерла ваша дорогая жена. Мой долг состоит также в том, чтобы разъяснять правила нашей компании. Они явно запрещают брать на работу бывших преступников и осужденных. Ваши связи со скандально известными мокрыми ботинками не укрылись от вашего внимания. Наверное, нашего внимания. Сейчас тяжелые времена, сэр, и компания Финч и Харпер намерена прежде всего вознаграждать кандидатов, прошедших небольшую проверку, которую мы устраиваем с искателем. И от всей души сочувствую вам. Да не оставит Бог вас и вашу семью. Искренне ваш Р.Д. Харпер. Ну что ж, зацепки, конечно, приятно, но, судя по всему, едва ли мне удастся хоть одну из них реализовать. Is there only pain and suffering in this world? Я промолчу лучше, потому что мне приходится сейчас делать. Но, быть может, сейчас увидимся. You pay one way or another. Please, Joe.
Так, где-то здесь, если я правильно понимаю. Сейчас лучше проверю. Больница. Другое. Так, не помню, кто этот неизвестный. Вот, два проступившихся. Где их искать? Бейтс или Чернитер кот? Пытались или нет здесь пройти? Нет, не та страна. Даем. Никогда не подумал бы, что так сложно. Да что ж делать? Так, в эту сторону. Там мы, конечно, уже были, там стоит. Да, вот она. Здесь. Мне как бы не нравится то, что я не могу найти того, кого надо. Эх, тем более, что здесь, помнится, мы уже бегали. Опять они. Как я зря круги делал. Это в следующий раз, если задумаю... Ой. Так действовать. Ну, в смысле, раздавать лекарства. Заранее поищу всех этих ребят. Значит, аж... А, хотя стоп. Тут какой-то пейджер прятался. Зачем он не прятался? Искал вдохновение. Что ж ты не делаешь? Так, где это телефон? Да что вы ждете, а? Ненавижу бои. По крайней мере, здешние. Бомж крайне медлительный. Но наш герой не успевает ему нанести удар. Ладно. Минутка излучения закончилась. Теперь надо вспомнить, в какую сторону направлялись. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I don't know much about the woman. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were.
and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Не надеюсь, что хоть он и странная личность, но свое признание добьется. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Как сказать? I'll leave you alone, sir. По себе знаю, если тело ослабнет, разум может быть уже не для того, чтобы искать себе пищу. Вот фамилия здорова. Опять эти стражи. Остался ли пациент? Где он, я не знаю. Хотя, может, нужно войти в церковь? Я просто не помню, заходил или нет туда. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine. Нет. Unable to see the true Что же horror делать? around you. Уже варианты кончаются. Можно пытаться пройти сюда, но, по-моему, дальше торговки тут никого не было. Так, мы пришли с этой стороны. Да, сквозь с этой. Здесь уже кладбище. Едва ли там кого-то можно будет найти. Здесь, скорее всего, тоже ничего. Ну. Так, я сам все запутал. Эти стражи. Ладно, значит, там ничего полезного нет. Ну ладно, попробую еще раз с той стороны взглянуть. Кстати, надо вспомнить, кого мы ищем. Мы, конечно, узнаем это, потому что нам будет показано, что болеет. Вот, Кадаган Бейтс. Стоп. Это часом не тот парень, которого мы спасали от скалей по пути сюда. Если так, то в таком случае не видно, что мы его не можем здесь найти. Потому что его здесь нет. Что это? Я хожу сейчас медленно, на случай, если вдруг враги есть, чтобы они меня не услышали раньше времени. Хотя, конечно, они не особо-то внимательные, как можно было уже неоднократно заметить. Тем не менее, каждая стычка для меня достаточно неприятна.
не вижу. Но это ничего не значит на данный момент. Не нашли убежище. Хорошо. Убежище более-менее безопасно. Так, сразу же надо изготовить средства переутомления. Мы лишнее потратили. Так, это общее хранилище. Прекрасно. С этими ребятами надо разбираться как-нибудь потом отдельно. Вообще ни малейшего желания сейчас с ними воевать. Но что они делают около убежища, мне, конечно, интересно. Продолжаем движение. В ту сторону. Нет, стоп. Я их вот помню. Но, по-моему, все где-то здесь. Просто все, что я помню, мы шли от больницы. И в своих попытках обойти противника мне довелось зайти в домик, где прятался несчастный. Ну, точнее, он себя, конечно, таковым не считает. Так, значит, все-таки прошли мимо. А, вот это узнаю его. Оп. Да. Вот он. Правда, не знаю, получится ли нам эти лекарства сейчас. Привет, Скаль. Не получилось. You had better return to Whitechapel without delay. It will be safer there. Safety isn't really an issue in Whitechapel, because you never are, never have been. The old place is falling to pieces. But thank you for the advice, sir. Да, жаль. Хорошо. Я так понимаю, увидимся на следующий день с ним, и тогда уже можно их передать. Ну что ж. По всей видимости, визит в порт будет больше, чем мне казалось, потому что здесь-то должна была быть короткая прогулка, но, как видимо, не получилось. Что ж, мы же побежали. А значит, на этом пока что все. Не из мышей имеется в виду.
А то, что все и так оказалось немножко затянутее, чем мне представлялось.